Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. У нас очень сегодня интересная передача, но это знакомство с новыми видами лакокрасочных изделий, которые поступили от фирмы Tamiya. Вот, значит, мы в свое время показывали и рассказывали о краске Pacific, новой краске. Многие краской это пользуются. И вот фирма Tamiya выпустила серию красок, которая называется Lacquer Paint. Вот такая вот серия красок. Значит, ну, небольшое предисловие. Мы с моим коллегой из нашего второго магазина Константином Кулаковым, у нас был где-то полгода назад разговор. Вот, и он сказал, что то, что выпустила Tamiya, линейку вот этих вот красочек, это не что иное, как те же краски в баллонах, только теперь выпускаемые в виде баночек. Я вот сейчас вот вам представлю, например. То есть, что задумала фирма Tamiya. То есть, все знают, вот, например, есть так называемый полуматовый лак TS79. Вот. Есть такой же лак акриловый X35. И вот новая серия красок, которая называется Lacquer Paint, так и называется она LP. Вот LP24 это тоже полуматовый лак. То есть есть вот такая вот таблица соответствия красок различным в той вселенной, которую выпускает сама Tamiya. Вот. Есть соответствие, есть некоторые краски, которые можно, вот полуматовый лак, он повторяется во всех. Есть еще и эмалевые, тоже полуматовые, ну просто этого красочки у нас сейчас нету. Вот. Но есть те краски, которые, например, не повторяются абсолютно. Вот такие вот, вот, например, краска. У нас есть еще один коллега, который зовут его Дмитрий Филонов. Вот он у нас большой специалист по танкам Абрамс. Многие красят, допустим, краской XF59, но он говорит, что многие коллеги не правы, этот цвет нужно изначально очень сильно осветлять. И вот LP30 краска, которую вот он рекомендует в высшей степени красить Абрамсы, в частности американские. Но вот можете посмотреть различия в цвете. То есть и вот эта краска, например, она ни в баллоне, ни в эмали, ни в этом не повторяется. Именно оттенок этой краски. Вот, теперь хотелось бы вот такие вот я сейчас вам вот сегодня, может быть, мы все вот это сегодня попробуем. Вот эти красочки мы в частности, вот, пришло у нас с 1 по 30. Хотя здесь в таблице с 1 по 60, то есть еще, грубо говоря, там 30 наименований, но я думаю, что они к нам подойдут попозже, через некоторое время. Вот они, эти красочки к нам пришли. Значит, ну, естественно, мы сегодня что-то из этого попробовать. Я уже, если честно, не удержался, очень сильно, грубо говоря, горело. Вот я попробовал такую красочку, вот LP15, которая называется японский серый, Арсенал Йокосука. Да, ну, чуть не сломал язык, но вот именно оттуда эта краска. Вот, и вот я покрасил вот такой вот элемент. Это подвесной топливный бак, по-моему, от Хоука в 32-м. Вот так вот выглядит покрашенная деталь. Вот, что, значит, бросается в глаза. Первое, значит, запах. То есть это пахнущие краски, сразу говорю. По составу они очень напоминают все краски С от Мистер Хобби. Тоже тоже акриловые краски, но на, так сказать, пахнущим растворителем. Растворяются они, ну, вот таким вот растворителем. Это Мистер Хобби. Что предлагает Tamiya? Tamiya предлагает, во-первых, сами краски эти, они очень жиденькие, то есть, в принципе, они уже готовы к употреблению. Но некоторые, для лучшей консистенции, чтобы красить более тонкими слоями, они предлагают их универсальный растворитель Lacquer Thinner. Этот растворитель всем хорошо известен, но он тоже имеет резкий такой ацетоновый запах. Вот. Им же, ну и промывать
естественно, они привязали к своей вот этой вот химии. Значит, что мы будем еще делать чуть дальше? Значит, мы сейчас одну из баночек попробуем. Это будет в виде кошки. Одну часть я загрунтовал вот таким вот грунтом. Но грунт у меня сейчас здесь, это вот мой личный, это вот мистер Хобби. Ну, можно было бы с таким же успехом использовать тамильский грунт для чистоты эксперимента, но тем не менее. Половину крыла я оставил нет. И я вот покрою сейчас вот эту часть, дам немножко просохнуть, немного просохнуть дам. И мы попробуем эту краску, как она ложится, попробуем ее на отрыв, значит, скотчем. Попробуем. Ну и потом я бы хотел, чтобы, поскольку очень большая часть моделистов делает смывки с применением бензина, попробуем стереть с ватной палочкой с помощью лаки бензине, ну или просто бензином. Попробуем использовать вот такой вот панель лайн. Вот, уважаемые коллеги, ну вот смотрите, вот я говорю, что, ну, сказал бы, что эти краски не являются сестрами, но я имею в виду по составу. Но вот первое отличие, вот мы берем красочку от Ганзе, и там, вот смотрите, вот такой вот видите, пигмент, который необходимо как бы размешивать. Берем красочку, вот мы взяли вот такую LP18, это Dull Red, краска, которая была, кстати, у них в виде баллона, это TS33, то, что всем рекомендовали для подводной части корпуса кораблей. Вот такой цвет, это грунтовка, которая покрывает днище кораблей. Так, вот я ее открутил. Значит, видите, смотрите, насколько она более жидкая, то есть там вообще нету никакого осадка. Немножко сразу бросается другой абсолютно запах. Поэтому сейчас попробуем сразу же, вот тогда сейчас Ганзу мы закрываем, убираем в сторону. Ну, я на всякий случай, конечно, немножечко ее взболтал. Я так понимаю, что она абсолютно готова для применения. Вот. Значит, используем мы аэрограф фирмы Hunter Stenbeck, это Evolution. Правда, стоит сопло 0,4, довольно-таки большое, чтобы быстрее накрасить большие поверхности. Сопло 0,2, уж извините, оставил дома. Вот сейчас мы попробуем все это немножечко. Сейчас мы вот сюда вот так вот. Вот, ну и пробуем. Значит, давление самое 1,8. Сопло, правда, 0,4. Ну вот такой распыл. Я сейчас ничего не разбавлял. Ну вот сразу попробуем, опять же, на нашей кошке. То есть эта часть у нас загрунтована, эта часть нет. Итак, вот по центру мы сейчас ее вот таким вот образом. Сейчас мы задуем. Таким образом пошел такой характерный интересный запах. Немножко, конечно, будет разница. Ну, я думаю, что, наверное, достаточно. Вот так вот мы еще пройдемся несколько слоев. Вот таким вот образом она летит. То есть краска, это краска матовая, там же есть краски глянцевые. Вот таким вот образом. Ну, я, наверное, думаю, что еще поперек надо. Вот. Теперь, значит, что мы сделаем? Теперь мы возьмем, наверное, вот этого растворителя, чуть-чуть добавим прямо, я думаю, что прямо в емкость с краской. Вот так вот. Прямо здесь разбавим. Сделаем краску пожиже и посмотрим, как она будет лететь. Ну, в смысле, выдуваться. Немножко более блестят, видно, что более мокрые слои. Здесь у нас, как я сказал уже, вот видите, более, видите, я ее подразбавил. Конечно, она летит больше, но зато такие мокрые слои, вот, которые, вот смотрите, я сейчас без подачи краски начинаю просто как бы подсушивать эти слои. И вот они тоже подсыхают фактически. Вот таким вот образом.
Ну, танкисты, наверное, смогут этой же краской покрывать, наверное, корпуса. Ну, похоже на красную грунтовку, которую использовали немцы. Немножко она, правда, чуть-чуть другого оттеночка, но тем не менее. Вот. Ну вот сейчас вот мы вот это вот здесь вот еще, наверное, докрасим, чтобы у нас там немножко осталось. Все, краска у нас закончилась. Теперь мы ее дадим ей немножко отдохнуть. Вот. Вот так вот у нас сейчас покрашено все. Сейчас для того, чтобы было у меня лучше слышно, я выключу аппарат. Ну, краска летит краска хорошо. Укрывистость, но опять же видно различие между загрунтованным и незагрунтованной частью. Здесь до сюда я красил краской полностью прямо из самой непосредственно баночки. А вот здесь вот немножко подразбавил, причем здесь несколько раз прошел по одному тому же слою. Даже получилось такое немножко полуглянцевое покрытие. Пока это блестит все, но я думаю, что сейчас это все высохнет и будет более однородно. Да, вот уже испаряется летучий компонент растворителя. Вот такой вот. Ну, сразу, чтобы пока все это сохнет, сразу попробуем чем промывать. Промывать сразу же попробуем, как и рекомендует непосредственно производитель, фирменной промывочкой. Заливаем ее в емкость. Великолепно все сразу поднимается, уходит со стенок. Вот, выдуваем все это безобразие вот в такие вот, знаете, джазовские есть баночки, чтобы это все не летало по всей квартире. Прекрасно понимаем, что у нас дома есть домашние животные, родители, жены, дети. Еще сейчас хочу одну вещь сказать. Значит, я здесь еще, ну, немножко отвлекусь от темы, то, что мы спорили с Константином Кулаковым о том, что номера красок будут совпадать с баллонами. Ну, я вот Косте Кулакову хочу сказать, что 100 рублей, на которые мы поспорили, они теперь мои, потому что вот, например, АС-23 баллон, вот, называется он у нас Light Green Luftwaffe АС-23. Но поскольку нумерация с ЛП-23 не совпадает никак, то что ЛП-23 это не что иное, как матовый лак. Теперь, значит, интересная серия красок. Вот, например, ну, из черная глянцевая, матовая, полуматовая, белая, глянцевая, матовая. Вот, я вот этой краской уже сегодня сказал, что ЛП-15 я покрасил вот такую вот деталь. Вот посмотрите, как великолепно легла красочка. И единственное скажу, что было это по загрунтованной поверхности. Вот, очень интересные, мне понравились вот такие вот, наверное, я сейчас чтобы покажу. Это ЛП-20, это у нас светлый gunmetal и просто gunmetal ЛП-19. Я, наверное, вот так вот, чтобы пока вот эта вот часть сохнет, я здесь попробую дать этими двумя металликами. Попробуем пока. Вот, а потом будем, так сказать, мучить краску дальше, потому что я думаю, что вопросов все равно будет много. Я думаю, может быть, даже еще одна передача будет доснята, а потом вдогонку. Вот, мы тогда, значит, делаем сначала мы светлый металлик, разбалтываем его. Отсюда мы отрываем. У меня здесь в запасе, в засаде у меня находится здесь скотч. Мы вот так вот эту границу сделаем себе. Вот таким вот образом. Ай-яй-яй, прилепилась. Вот. Ну, теперь пробуем. Включаем опять андроидный коллайдер под названием компрессор. И пробуем светлый gunmetal. Ну, вот такая вот она. Тоже, опять же, очень жидко разведенная краска. Попробуем ее без всего-всего. Сейчас немножко андроидный коллайдер накачает, немножко даст давление. И мы попробуем и светлый, и темный. Вот здесь уже, как видите, уже
все высохло. Много отрыл-то. Ну вот смотрите, я сразу пробуем, потому что вот, например, здесь, ну, на мой взгляд, очень крупное зерно. Поэтому часть этой красочки отливаем, вытираем тряпочкой и разводим ее, соответственно, рекомендованным производителем растворителем. По-моему, много ливанул. Ну ладно, сейчас все узнаем. Прямо здесь размешаю это, чтобы не пользовать. И так тут уже стол у меня весь занят. Все равно летит небольшими комочками. Ну, не знаю, крупновато летит. Может быть, я и переборщил с этим самым. Вот. Свойства металликов, говорю, что одна из очень неприятных ситуаций, связанных с металликами, это то, что если вы хотите даже какую-то панельку выделить, лучше, конечно, ее красить с самого начала и закрывать ее, допустим, скотчем. Потому что если вы будете эту панельку выделять в конце, то вот как получился этот эффект. Вот я красил здесь, но вот этот микрочастицы металлической краски, они разлетелись везде. Ну, конечно, сначала был ужас-ужас, но вот я сейчас подсушил. Вот такой у них получается металлик. Его нужно действительно обязательно разбавлять, потому что он поначалу вот летел вот такими прямо аж комочками. Вот. Но сейчас вот мы посмотрим, что будет с этим дальше. То есть здесь еще, наверное, немножко докрашу. Ну, я думаю, что это я первый раз крашу этой краской. Может быть, я не угадал со степенью разведенности. Такое бывает, то что все-таки я, в принципе, уже довольно четко и долго уже сижу на ганзе. Вот такой вот металлик, такой светлый ганметал. Значит, следующий ганметал должен быть еще темнее. Сейчас дадим немножечко просохнуть. Как я и говорил, сейчас мы попробуем еще ганметал, потому что краски эти очень часто используются. Пока в этой серии красок нету алюминия. Алюминий у них заявлен в краске, по-моему, он идет там. Сейчас вам даже скажу, чтобы не быть голословным, он у них идет LP38. Да, это следующая серия, вот когда они придут к нам. Вот для меня, вот как для большого любителя и очень часто собирающего модели немецкой авиатехники, Мессершмитты, там Фокке-Вульфы, большим удивлением было то, что в этой новой палитре красок нету ни одной люфтваффовской краски. Для меня это было, так сказать, неприятным сюрпризом, потому что я думал, ну все, выпустят они. И, к сожалению, нет. Даже вот в этой серии из 70 красок люфтваффовской краски нет ни одной, что, в принципе, очень-очень жаль. Вот, между прочим, ганметал чуть-чуть зерно у него поменьше. Но я на всякий случай все равно, видно, что густовата красочка. Я поэтому чуть-чуть разбавлю, как опять же рекомендует производитель. Ну, также, чтобы у нас резко все это бросалось в глаза. Сейчас мы еще достанем скотчик. Вот, наверное, так сильно приступать не будем. Ну, поехали. Вот такой у них ганметал. Но опять же, попробуем сейчас его. Ну вот такой ганметал. Видите, он намного темнее вот этого. Но здесь вообще практически нету блеска. Я думаю, что я еще не доразвел краску, потому что, ну, понимаете, надо, так сказать, приноровиться. Я думаю, что вот если я сейчас дам сверху по этой уже покрашенной поверхности еще одним более мокрым слоем, я думаю, появится и блеск. Ну, нет,
я был неправ, такого особенного блеска. Вот сейчас пошли более мокрые слои. Вот я его, так сказать, подразбавил. Конечно, надо привыкать с разбавлением этой краски. Здесь есть определенная своя специфичная закономерность, которую надо достичь только, к сожалению, опытным путем. Но сам по себе металлик интересный. Ну, на мой взгляд, все-таки довольно-таки тускловат. Вот сейчас вот он подсохнет. Довольно-таки явно отличие ганметалла от светлого ганметалла. Вот, отличие. Это у нас ганметалл, это light ганметалл. Вот два, так сказать, металлика. Ну и вот видите, тоже одно из влияний, ну потому что краска была совсем только что нанесенная. Вот. Вот. Что мы сейчас попробуем сделать? Пока у нас вот эта часть крыла, она у нас сохнет, попробуем немножко помучить. Вот у нас, в принципе, прошло уже довольно-таки больше 10 минут. Вот мы пробуем, краска держится великолепно. Сейчас попробуем, как она будет. Вот наклеиваем скотч, попробуем. Ну, краска во всяком случае не слезает. Краска как бы держится, хотя нанесена она фактически 15 минут назад. То есть краска такая же, очень похожа по свойствам с ганзой. Очень быстро сохнет. Единственное, что, конечно, и это есть определенный запах. Вот. А теперь мы, значит, ее немножечко помучаем в каком виде? Ну, то, чем у нас обычно делают смывку на бензине. Поэтому сейчас попробуем. Я взял, ну, лаки бензине, я этим попробую. Именно фирменного сейчас у нас растворителя в данный момент просто нету. Но я думаю, что все будет ясно сразу. То есть, как они, будет ли они выдерживать. Вот, мы смочили. Ну вот, смотрите, ну, в принципе, как и ганза, она не подвержена никаким теркам, протеркам на основе бензина. Значит, сразу же мы сможем, ну, сейчас мы для чистоты эксперимента еще раз попробуем еще, конечно, и бензин компании Zippo. Попробуем. Вот, она даже видно, что нет, немножко как бы есть небольшой, вот чуть-чуть красненькая есть, то есть немножко реакция как бы есть, но основной лакокрасочный слой, ну, слой краски, он как бы не подвержен. Ну, для того, чтобы не было, вот, поскольку краска акриловая, она должна реагировать естественно, с акриловыми растворителями. Для этого сейчас вот возьму, попробую, ну, всем хорошо известным растворителем томиевским. Я попробую тирануть. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Да, есть реакция, то есть это говорит о том, что, о, видите, вот она слезает. То есть акриловый растворитель краску снимает. Ну, естественно, будет снимать растворитель более серьезный, тот, которым я разводил непосредственно краску. Ну вот. Но что мы еще, чем еще сейчас мы помучаем немножко? Ну, попробуем сейчас сразу же. Вот берем томиевский панель Line, который у нас, как известно, это очень-очень жидко разведенная эмалевая краска. Сейчас мы ее разболтаем и попробуем немножечко пролить. Сразу же здесь есть замечательные линии расшивки, которые хорошо видны. Единственное, что, может быть, надо еще, конечно, побольше дать времени просохнуть. Там, может быть, ночь. Там, допустим, вот даже сейчас видно, что она как бы нормально растекается. Вот она течет. Конечно, надо бы все покрывать это глянцевым лаком, но будет она лучше растекаться. Ну, выделять расшивку даже можно. Естественно, поэтому сейчас мы должны снять без проблем эту. Вот, сейчас только единственное, что вот нюанс, как она будет растекаться по металлику.
Я, наверное, уверен, что, скорее всего, нужно будет металлики обязательно закрывать лаком. Ну, течет она нормально. Вот так. Значит, я единственное, что забыл сделать одну вещь. Я вот здесь вот потер. А как металлик среагирует на акрил, вот мы сейчас и узнаем. Так, ну он также реагирует, стирается акрилом. Значит, пробуем бензином. Где наш бензин? И бензин, иди сюда. Ну, бензин не реагирует. Вот я смываю лишнюю смывку, то есть смывки на основе аспирита, бензина, миговские смывки, валдеровские, я думаю, что можно использовать в полной мере. Вот. Ну вот я, смотрите, я тру. Есть, конечно, небольшая краснота, но я уверен, что если дать даже этой красочке высохнуть хотя бы ночь, я думаю, что она встанет понадежнее, ну так, кристаллизуется. Ну вот видите, эта краска накрашена, ну где-то чуть меньше, наверное, получаса назад, и вот я тру ее. Ну, никто так делает с моделями, так не поступает, но вот эта краска находится просто на пластике, без грунта. Пробуем то же самое. Вот здесь немножко пошла реакция, но просто я говорю, что это только из-за того, что она совсем свежая, задута 5-7 минут назад. И тем не менее краска держится. То есть краска устойчива к механическим. Ну, если поцарапать, конечно же, она поцарапается, но я думаю, что с теми усилиями, которые прилагаю сейчас, никто таких усилий не прилагает. Но, тем не менее, вот небольшой результат наших сегодняшних усилий. Вот, уважаемые коллеги, вот сегодня мы познакомились с новой продукцией от компании Tamiya, Lacquer Paint. Вот такие новые краски, которые сейчас Tamiya, я так понимаю, судя по количеству красок, которые они заявили, очень серьезный такой большой пласт красок. Вот, что, значит, хотелось бы сказать, что они, да, очень они похожи по своему составу на краски от компании Ganza, Mr. Hobby. Они растворяются вот таким вот их фирменным растворителем Lakin Thinner. Но я могу сказать одно, что я этим же Lakin Thinner спокойно, с успехом растворял и Ганзу. Поэтому я уверен, что если у вас нет Lakin Thinner, но есть что-нибудь из фирменных растворителей от компании Ganza, я уверен, что в Японии они из одной цистерны это разливают просто в разные банки. Поэтому я уверен, что этот растворитель можно применять и для разбавления красок серии Lacquer Paint от Tamiya. Вот. Промываться после аэрографа, после использования можно замечательно вот этим средством. Замечательно все выдувается, ничего не остается. Использовали в качестве, так сказать, кошки крыло от P8. Вот, нанесли мы вот эту красочку здесь на загрунтованную часть, не загрунтованную. Мы эту красочку потерли через минут 30, вы видели, не отрывается она скотчем, лежит она и на загрунтованной, не загрунтованной поверхности великолепно. Единственное, что, конечно, желательно, если вы не хотите грунтовать и покрасить, сразу покрыть модель вот этой краской, надо обязательно обезжирить. Что мы попробовали сделать? Мы попробовали стереть краску растворителем акриловым для акриловых эмалей, поскольку краска акриловая, сразу же пошла реакция. Я уверен, что реакция пойдет и смывать ее, если этим растворителем. Вот. Краска, данное покрытие устойчиво к бензину, поэтому большинство моделистов, которые используют различные смывки, миговские, валдеровские и вот тамиевские вот такие вот смывки для выделения панелей, расшивок и фильтров могут использовать, потому что на бензин и бензиносодержащие, спирита содержащие растворители эта краска не реагирует. И также мы попробовали два вида металликов. Вот. Ну,
терли их тоже очень сильно. Также реагирует металлика на, как уже сказал, на тот самый. Металлики и краски здесь на одной основе, то есть ясно, что не нужно. Но желательно перед смывками, конечно, покрывать все это лаком. Лаки у этой компании также есть. Полуматовый лак, глянцевый лак и лак матовый есть. Вот. Единственное, что не знаю, как он насчет, знаю, что ганзовский лак от Мистер Хобби, он встает намертво и полируется, его можно полировать. Насчет этого пока не знаю, просто не пробовал. Вот такая вот у нас сегодня интересная передача произошла. Еще раз говорю, что сейчас вот заявлено 60 красок. Мы попробовали, у нас сейчас в магазинах есть первые 30. Так что мы ждем в наших магазинах вас, будем вам рады продавать вот эту замечательную краску. Вот, так что приходите к нам. Я думаю, что будет много вопросов. Ну, постараемся, посмотрим, сейчас пойдут вопросы, будут комментарии. Может быть, по комментариям снимем еще один ролик по этой краске, потому что тема очень интересная. Мне самому краска лично очень понравилась. Некоторые я уже, если честно скажу, даже по секрету прикупил. Вот, вас жду в наших магазинах. Это был Мир моделей. Меня зовут Павел. До новых встреч.